Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Валерий Николаевич Замулин. Валерий Николаевич, приветствую. Добрый день. Валерий Николаевич, в прошлый раз вы нам рассказывали, я так помню, про немецкие планы операции «Цитадель». Да. А сегодня, наверное, настал черед поговорить о советских планах. Я с удовольствием. Как известно, Курская битва советскими историками разбивалась на три части. Это Курская оборонительная операция войск Центрального и Воронежского фронтов, которые удерживали этот Курский выступ. Орловская наступательная операция, которая началась с 12 июля 1943 года. Целью ее было уничтожение противника в Орловской дуге. И Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция полководец Румянцев. Она началась чуть позже, 3 августа. Вот эти три операции, они объединяются и объединялись в советской исторической науке. И сейчас это признано, оценка признана как Курская битва. Естественно, ключевой является, или может быть в кавычках назвать, пусковой операцией, это Курская оборонительная операция, которая была призвана прежде всего уничтожить группировку противника, который рвался к Курску. Когда возник план этой операции? Тут надо чуть-чуть отмотать время назад и вспомнить, что было в конце 1942 года. А это окружение на Волге. Это самое крупное поражение германских войск, самая крупная победа Красной Армии, прежде всего психологическая. И, естественно, она дала толчок и к наступлению, и к эйфории. Эта эйфория чувствовалась в советских штабах на вот этой волне. Был осуществлен рывок к Днепру, и эта эйфория сработала против нас. Контрудар в феврале-марте группы армии «Юг», отход Воронежского и Юго-Западного фронтов с Украины на 150 километров, оставление территории уже освобожденной, в том числе и Харькова, Белгорода. И вот на этой волне, когда еще мы наступали, Вставка решила, что главная задача Красной Армии в 1943 году – полное освобождение оккупированной территории страны. То есть к концу 1943 года мы должны были выйти на государственную границу, а потом посмотрим. Такой амбициозный план. На волне окружения такой крупной группировки он не казался таким амбициозным. Тем более, что с конца января по предложению Генштаба Ставка начала впервые формировать крупные, даже можно сказать очень крупные стратегические резервы, которые потом были впервые объединены в фронт. Степной военный округ сначала, а потом фронт. Это все готовилось для главной задачи – освобождения. Но было понятно, что вермахт еще в силе. И 23 февраля 1943 года в приказе к Дню Красной Армии Сталин писал: «Враг понес существенные потери, но не надо обольщаться, он еще силен, и впереди нас ждут тяжелые кровопролитные бои». То есть он намекал, что эйфория у нас сейчас, она, может быть, и дает толчок к рывку вперед, но надо ее гасить помаленьку. И сразу же это стало ясно после захвата противником Харькова, после контрудара и так далее. Но планы, несмотря на тяжелейшие последствия контрудара Манштейна на Украине, планы по освобождению оккупированной территории остались. И они начали реализовываться в жизнь, как только стабилизировался Советско-Германский фронт. А это наступило на юге Курской дуги, или на юго-западном направлении стратегическом, 25-27 марта. И в начале апреля 1943 года на севере Курской дуги, это западное направление, уже в первых числах апреля советское командование отдало распоряжение командованию фронтов
и разведки собирать данные с целью подготовки полноценного плана летней кампании. Предполагалось, что летом мы вот этот вермахт, который мы не добили в Сталинграде, мы его добьем, обескровим, и осенью, во второй половине лета, осенью, мы решим задачу освобождения территорий. Предполагалось, что вот это добивание вермахта произойдет где-то в мае. Конец апреля, говорили, может быть, в конце апреля начнется вот это сражение, но, скорее всего, май. Поэтому именно 12 апреля произошло очень важное событие, которое вошло в историю вот как ключевой момент при планировании Курской оборонительной операции, всей летней кампании Красной Армии в целом. К 12 апреля Сталин распорядился, чтобы все ключевые фигуры Красной Армии, командование Центрального, Воронежского фронтов, Юго-Западного фронта, Генеральный штаб и все спецслужбы, то есть разведка НКВД и Генерального штаба, представили свои оценки противника на Советско-Германском фронте и прежде всего в районе Курского выступа, возможные его действия в ближайшее время и свои предложения в план летней кампании. Все эти документы были собраны, представлены в Ставку, и 12 апреля в Москве было проведено совещание в узком кругу: Сталин, Жуков, Василевский и Антонов. Совещание шло примерно 3,5 часа. Оценивалась, во-первых, информация, которая поступила, потом вот эти все ключевые фигуры, ну, кроме Сталина, генералы и маршалы, они были лично на передовой, в том числе на Воронежском, Центральном фронте, посмотрели, в каком состоянии войска, в каком состоянии оборонительные рубежи, и, обменявшись своими оценками, пришли к выводу, что в принципе план по освобождению территории оккупированной, он как перспективный план, он реалистичен. Но сейчас нужно решить две важные задачи. Прежде всего, восстановить войска на центральном участке фронта, это Воронежский и Центральный фронт. Воронежский понес очень большие потери, а Центральный только был переброшен, это бывший Донской, был переброшен только с Волги, по сути он только формировался под Курском. Вот эти два ключевых фронта нужно было восстановить до штатной численности, а потом посмотрим. И второе, создать мощные стратегические резервы, которые начали формироваться еще в январе. Вот эти две задачи поставил Сталин, и с ним согласился и Генштаб, и присутствующие генералы. Необходимо было решить до 10 мая, восстановить войска и начать формирование полным ходом стратегических резервов. Кроме того, Центральный Воронежский фронт параллельно получал задачу, ну, во-первых, закрепиться на той территории, которую войска заняли к 25 марта, Воронежский, и к 1 апреля Центральный, и подготовить к концу апреля полномасштабный план оборонительной операции. То есть уже сейчас речь шла не только о перспективной наступательной операции, но еще уже начали рассматривать оборонительную операцию. Да, потому что на этом совещании Сталина убедили, что несмотря на Сталинград, несмотря на Искру, был еще Харьков. И Сталин с генералами согласился провести то, что произошло на Украине, овладеть Харьковом, Белгородом и угрожать Курску, могли только вооруженные силы, которые имели по-прежнему очень мощный потенциал, потрепанные войска, но имевшие очень мощный потенциал. Именно вот эта способность Сталина слушать и слышать
она примечательна для весны 43 года. Потом вот это качество, оно куда-то ушло. Вот, например, если мы посмотрим, что произошло, например, на второй части Курской битвы, когда планировалась операция полководец Румянцев, там Сталин был другой. А здесь он слушал и слышал. И он услышал генерала: надо собраться, надо укрепить позиции, и надо дать возможности противнику перейти в наступление на наши рубежи. То есть надо его обескровить. Но вот 12-15 апреля такого еще вопроса не было. Вообще не звучали слова «обескровить», «глубокоэшелонированная оборона», то, что мы потом слышали и сейчас говорим о Курской битве. Да? До конца апреля это было нормальное решение, которые принимались всегда, когда проходили крупные наступательные операции. Войска сели на местность, они должны были укрепить позиции, подтянуть тылы, их необходимо было восстановить силы, дать им средства усиления, готовиться к возможному удару противника. То есть вот готовиться к возможному удару противника это было до конца апреля. 26-28 апреля командование обоих фронтов доложило планы оборонительной операции на занятой территории сверстаны. Ставка эти планы полностью утвердила. К концу апреля примерно 40-45% необходимых сил и средств оба фронта получили. Тут это не значит, что они пришли. То есть они были, часть их пришли, часть были в пути. И практически все шло по графику. К 10 мая восстановление основных боевых соединений обоих фронтов было практически закончено. План был сверстан оборонительной операции. Рубежи к 10 мая оборонительные их строительство шло полным ходом. Первая линия обороны была полностью отрыты, окопы, траншеи, примерно с 35-40% минных полей было уложено, потому что грязь была, распудиться там было невозможно по-другому. И вот к 10 мая стало понятно, что немцы наступать уже не будут. Что опасность удара была в конце апреля, начале мая. Ничего не случилось. Разведка доносит, что немцы действуют примерно по такому же схеме, как и мы. Собирают силами, создают оборону, минируют, подтягивают войска. Но о создании наступательных группировок в полосе Воронежского, Центрального и вообще на других участках фронта речи не идет. То есть идет общее укрепление фронта. А для того, чтобы наступать, необходимо создавать в каких-то районах ударные группировки. То есть стягивать туда танковые соединения или в каком-то месте резервы танковые подтягивать значительные. Этого не было. Разведка доносила, что есть план противника нанести удар на Курск, в том числе сейчас известная телеграмма Вейса перехвачена. Именно 7 мая она легла на стол Сталина. Это было четко сказано, что группа армии Юг планирует нанести удар вот на этом участке, на Курске и так далее. Это вот как раз про то, что вы в прошлый раз рассказывали. Да. То есть там, собственно, не сам план раскрыли, да, а просто было упоминание о том, что... Да, то есть планируется нанести удар вот на этой самой участках фронта. Но когда этот документ начали сравнивать с данными тактической разведки, оперативной, то получилось, что план-то хорош, да, действительно документ, все, причем подписан высокопоставленным генералом, но ударных группировок нету перед фронтом Воронежским. Значит, это перспективный план. Разведка получила задачу выяснить, на какую перспективу он отработан, то есть когда немцы планируют. А мы, в свою очередь, решили, если 12 апреля было принято решение, что Курская дуга – это очень удобный участок, как для перехода в наступление с Красной армией, так и перехода в наступление вермахта.
поэтому необходимо здесь укрепиться и пополнить войска. Это было 12 апреля. А теперь, учитывая, что противник не перешел в наступление и даже не создал предпосылки для него, генеральный штаб предложил Сталину, и Сталин согласился опять, что необходимо продолжить эту работу. И вот с 10 примерно мая начинается создаваться глубоко эшелонированная оборона, и планы обороны, как бы временные, вот, которые были созданы в конце апреля в случае перехода противника вот-вот наступления, они чуть-чуть переформировались уже под под операцию, которая должна была удержать группировку противника очень мощную. Практически ставилась задача любыми путями удержать любую группировку на первых двух оборонительных рубежах. Хотя оба фронта по решению Ставки должны были создать 3 армейских полосы и дополнительный фронтовой рубеж. Вот с 10 мая, можно сказать, начинается планирование вот той Курской оборонительной операции, которая была и реализована 5 июля. Это значит глубоко эшелонированная оборона на 300 километров до Дона, 3 армейских рубежа, фронтовой и государственный рубеж по Дону. Причем 3 армейских рубежа – это самые укрепленные, самые мощные, самые насыщенные войсками и так далее, и так далее. Вот это первая особенность вот этого плана с 10 мая. Вторая особенность. Уже к 10 мая был сформирован фактически степной военный округ, который потом стал степным фронтом. И его войска были подтянуты за Центральный и за Воронежские фронты. Этот фронт должен был обеспечить стабильность войск и обороны вот этих 2 фронтов. Военные всегда планируют на 2-3 шага вперед. То, что оба фронта удержат свои позиции, их командование не сомневалось. Ну а как по-другому? Приказ здесь приказ. И Ставка решила эти 2 фронта не просто довести до штата, они были доведены примерно до штата уже 10 мая, но и увеличить их численность примерно в 1,5, а потом получилось в 2 раза. Учитывая, что перед ними какая задача поставлена была. Удержать противника любыми путями на своих рубежах. Но, страхуясь, Ставка решила, что необходимо свои резервы держать не где-то перед Доном или за Доном в степях, а именно сразу за этими 2 фронтами. На всякий случай, памятуя то, как развивались события в 1942 году. И вот с 10 мая начинается планирование, начинается создание вот этой крупной обороны, мощной. Как она проходила? Оба командующих фронтами, и Рокоссовский, командующий Центральным фронтом, и Ватутин, имели перед собой очень сложные задачи. Но так получилось, что, естественно, это никто не делал специально. Сейчас есть мнение, что вот Рокоссовский после Сталинграда был в фаворе у Сталина, поэтому ему больше войск давали и т.д. Ничего подобного. В мае месяце был издан приказ, это даже в апреле, а потом подтвержден в мае, что, во-первых, было рассчитано, что каждый фронт получал на определенный километр фронт, вот рассчитали, сколько нужно войск и сил, средств на 1 километр. Обычный фронт в обороне. Вот каждому фронту выделили столько-то сил и средств. Если считали, что этот фронт планируется для наступления, ему специально давалось усиление от Ставки. Все фронты так выстроили. Воронежский и Центральный тоже по такой же принципу выстроили. В мае, учитывая, что с фронтов пошли просьбы, да дайте разрешение нам создать такую-то часть, да дайте нам усиление, тогда Василевский подписал распоряжение, начальник генерального штаба, которым написал впервые, вот я, например, такой документ впервые видел, написал впервые: запрещаю
направлять в Ставку и Генеральный штаб любые просьбы об увеличении сил фронта и армии. То есть прямым текстом сказал: товарищи генералы, вам отмерены силы и средства, учитесь воевать именно ими. Также вот по такой же схеме был сформированы и боевые и Центральный Воронежский фронт, и оборона фронтов. Но в ходе наступательной операции зимой, весной 43 года, вот на Смоленск, Центральный фронт получил больше артиллерии. Во-первых, он приехал с Волги, имея артиллерию, плюс ему передали на месте артиллерию, часть Брянского фронта, часть усиления. И получилось, что на Центральном фронте в апреле месяце был сформирован 7-й артиллерийский корпус прорыва. А Воронежский фронт участвовал в наступлении на юго-западном направлении вот зимой, в начале весны. И там основные силы — это были подвижные соединения, то есть танковые корпуса. И к концу марта они были обескровлены. Часть их передали в Степной фронт, в стратегический резерв, а оставшиеся начали интенсивно накачивать бронетехникой, то есть восстанавливать. И получилось, что у Ватутина на Воронежском фронте значительные силы бронетехники, а артиллерии по штату. А у Рокоссовского артиллерии уже до того, как начали его накачивать силами и средствами, восстанавливать, да, было много, очень много артиллерии. И решили, что эту артиллерию перебазировать будет дороже, пусть она останется там. Все равно она будет использована в ходе наступления, потому что после обороны все равно планировали наступать. В любом случае, и до конца апреля, и с 10 мая советское командование в любом случае считало, что если немцы какое-то время будут ждать, а потом придет время, что ждать уже невозможно, то есть они наступать не будут, тогда Красная Армия должна будет первой наступить. Но против перехода первым наступления были все. В апреле, в мае, в июне практически все. Генеральный штаб, Ставка. Было предложение от Ватутина. От Ватутина было дважды предложение перейти первым наступлением. У него был такой характер, темперамент. Там, если посмотреть на то, как пополнялся Воронежский фронт, какими большими темпами, и конфигурацию линии фронта, и силы, которые были перед Воронежским фронтом, например, в середине мая, и силы, которые обладал в это время Воронежский фронт, то, может быть, возможно, и перейдя в наступление, Воронежский фронт добился бы значительных успехов в наступлении. И это при обсуждении это признавалось, Генеральным штабом признавалось, что да, может быть, но как в этот момент Москва готовилась решить главную задачу – общее контрнаступление, освобождение всей территории. Необходимо было не локальная победа Ватутина, Воронежского фронта. Необходим был общий рывок. А общий рывок невозможно без разгрома тех сил, которые немцы уже к концу апреля, начале мая подтянули к Курской дуге. Было понятно, что они готовятся вот к чему? То ли к мощной обороне, то ли к наступлению. Сначала думали, что наступление. Потому что, учитывая опыт Харьков, март, наступление, февраль-март под Харьковом, удары от Краматорска, склонялись, чтобы разведка доносила, что немцы подтягивают силы, наверное, будут наступать. Да и общее настроение было, представляете? Мы наступали, от Сталинграда рванули на некоторых направлениях. Мы от Волги до Днепра прошли почти 700 километров. А потом в обратную сторону Манштейн как жахнул. И зимняя гроза. И потом психологически было, что и дальше, вот сейчас опять соберется, распутится, закончится и опять жахнет.
И вот в апреле вот ждали, реально все ждали, что жахнет. Ничего не произошло. И разведка доносила, что вот в конце апреля, начале мая начнется, вот даже были специальные директивы и так далее. Когда говорим мы о предложении в майском Ватутина, да, а потом в июне, еще в 20-х числах июня, он опять предлагал перенаступать. Это предложение с точки зрения командующего фронтом было справедливым и понятным. Командующий хотел победы. И он предлагал реальный план. Кстати, план, вот, который он предложил в мае, а потом в июне, он в основном был реализован в наступательной операции полководец Румянцев в августе. Белгородско-Харьковской знаменитый. План был нормальный, хороший. Ватутин был отличным штабистом. И он прекрасно готовил документы для крупных наступательных и оборонительных операций. Но его фронт – это один из элементов, хотя и крупных элементов советско-германского фронта. А в Москве нужен был общий рывок. И вот Курская оборонительная операция, первая, которая должна была пройти вот в рамках Курской битвы будущей, да, она должна была дать толчок вот для этого общего рывка. А две остальные операции, Орловская наступательная и Белгородская Харьковская, уже это контрнаступление. То есть сначала обескровить противника на оборонительных рубежах, желательно на первых двух армейских. Ну, тут уж война есть война, противник не скажешь, подожди. Может быть и на трех, как оно и получилось. А потом, обескровив, опрокинуть его и перейти в решительное контрнаступление. Вот этот план. И потом уже развивать, так сказать, успехи, да? Да, естественно. И развивать успехи. Как оно, в принципе, и так получилось. Причем раньше, до того, как началась Курская битва, вот этот план из 3 операций, он назывался план летней кампании 1943 года. Это потом уже битва под Курском, Курская битва, Огненная дуга. Эти 3 операции, они готовились. Они готовились с апреля, потом с мая, в июне. И причем, если Курская оборонительная операция, она отрабатывалась очень детально. Шли проверки, каждую неделю приезжали проверки из Генерального штаба на оборонительные рубежи и фронтовые проверки. Фронты предоставляли свои планы, отчеты о проделанной работе. В частности, на протяжении всего мая и июня корректировался план известной контрартиллерийской подготовки. То есть вот запланирован был план, было запланировано, что если разведка узнает точно, в какое время противник перейдет в наступление, тогда его надо накрыть мощным артиллерийским огнем на исходных позициях. Плюс авиация должна ударить было по аэродромам, то есть уже на этапе перед переходом в наступление противник должен быть обескровлен. Это был тоже один из важных элементов Курской оборонительной операции. И эти все планы, они еженедельно корректировались. Почему? Потому что для артиллерии необходимо было выявлять огневые позиции, ложные, боевые, резервные противника. А немцы же постоянно меняли. Поэтому разведка постоянно работала, и все эти данные вносились в планы обороны. Ежедневно шли за передний край, уходили разведгруппы, и не только для того, чтобы языка взять, а для того, чтобы проследить, чем занимается противник. Перед каждым фронтом велась обязательно специальная карта, на которой обозначались огневые позиции, новые окопы, новые огневые точки, новые инженерные заграждения. И вот, причем эта карта, я видел эту карту на Воронежском фронте. Разведотдел еженедельно представлял командующему. И там было вот эта ситуация, условно говоря, на 1 мая. А эта ситуация на 5 мая. А эта ситуация на 10 мая. То есть все в динамике. И эта карта отлично, она прослеживает, четко понимаешь, противник готовится к обороне, глубоко эшелонированной, как мы. У немцев точно такую же карту вели.
И они понимали, что вот русские к обороне готовятся четко, но они не понимали другого. Вот когда военный человек смотрит на планы противника, которые, исходя из информации, он прежде всего смотрит, есть ударные группировки перед фронтом. Если ударные группировки есть, то это не важно, что противник копает окопы. Это может он просто заводить в заблуждение. Главное, где войска основные, где резервы, оперативные, тактические, и есть ли вот это ядро. Если ядро перед фронтом есть, значит это ядро может жахнуть. И немцы не понимают. Как ружье в хорошем спектакле. Да. И когда готовили к удару на Курск, прослеживая немецкие документы читаешь, они не до конца понимали ситуацию. Сначала они поняли, что русские перешли к обороне. И копают окопы, там, траншеи, создают минные поля, все нормально. То есть динамика нормальная. А потом, когда разведка начала доносить, что создаются перед их фронтом ударные группировки, а копать не перестают, и дальше пошли вглубь копать, они не понимали, русские переходят к обороне глубоко эшелонированной. Или и то, и другое. Ну, а если и то, и другое, это что-то непонятное. И дальняя немецкая разведка зафиксировала, и не только тактические, все практически оперативные резервы фронтов Центрального Воронежского, месторасположение. Особенно немцы отслеживали месторасположение подвижных соединений, танковых корпусов, кавалерийских корпусов, артиллерийских дивизий. Кстати, немцы уже к концу апреля, 9, по-моему, 12 апреля был подписан приказ Ставки о формировании 7-го артиллерийского корпуса прорыва на Центральном фронте. 25 апреля уже в разведсводке 9-й армии, которая была перед Центральным фронтом, указано, что на Центральном фронте действуют такие-то, такие-то артиллерийские дивизии противника, они сосредоточены там-то, 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 явно русские хотят этими инструментарием сдерживать наше возможное наступление. То есть отслеживание с обоих сторон было очень, очень внимательно. И прежде всего внимание были нацелены на наиболее важные инструменты командования советского, немецкого, артиллерия, танки и система обороны. Как она ведется? Нормально для обычных войск? Или она ведется с прицелом, что, возможно, на эти направления будут и вестись тяжелые оборонительные бои? И вот когда стало понятно, что оборона Центрального Воронежского фронта строится чуть ли не до Дона, и тут же создаются ударные группировки, в головах немецких генералов началось складываться картина, которая не давала ясного представления. И, кстати, удивительная вещь, когда смотришь немецкие карты перед наступлением, где какие дивизии, где какие, до батальона, все выверено, все четко. Но когда началось наступление, например, на Воронежском фронте, удивительно, но немцы перепутали систему боевых постов боевого охранения, это основное БО, и передовых отрядов перед 6-й гвардейской армией. Они посчитали, что они были так часто поставлены, что это передний край. И когда 4 июля они посты боевого охранения овладели, они с удивлением узнали, что это не первая траншея, а дальше идет первая траншея. Понимаете, то есть, кажется, все изучили, как Валентин говорил. Такой операции не было, как в Цитадели. Каждый километр сфотографировали по несколько раз. Там, во время наступления каждый командир немецкого батальона имел перед собой не только карту, фотографию участка. Ну, мы про силу немецкой разведывательной авиации
представление очень серьезное имеем, поэтому мы не сомневались, что они способны на такое. То есть фактически немцы же вообще вели разведку как бы практически в режиме онлайн. То есть вот Да, в 43-м да, году да. это до апогея доведено было. Да, и то это свидетельствует, во-первых, это свидетельствует о высоком классе нашего противника, о высокой подготовке. Вот никаких сомнений в этом нет. Во-вторых, это как нужно было спланировать операцию против такого опасного и хорошо подготовленного противника. И эту операцию выиграть. Я вот думаю, то, что как бы практически безоговорочно все изначально хотели сначала получить от немцев, так сказать, удар, а потом уже перейти в контрнаступление, это все-таки было такое общее, но правильное мнение советского военно-политического руководства, военного руководства в первую очередь. Потому что они просто уже на своих собственных как бы ошибках и примерах, там, тем же 42-м годом, да, уже нахлебались того, когда бросались вперед и получали, собственно, контрудары и откатывались. Да, вот мне кажется, что я понимаю, что я как бы подставляюсь. И я сейчас скажу вещь, которую как бы некоторые будут за это меня будут критиковать. Сказать, опять вот начинает хвалить Сталина. Но вы знаете, мне кажется, что вот весной вот 43-го года, во время подготовки к Курской битве, Сталин быстрее и Жуков, вот Жуков и Сталин, они быстрее остыли от эйфории. У Ватутина, например, эйфория, может быть, еще была, но его эйфория подпитывалась теми огромными силами, которые он получил. Он колоссальные силы. Когда он пришел на Воронежский фронт был, он лежал на боку. И то, как практически за месяц это стратегическое объединение, оно воспрянуло, он совсем другим стал. И понятно было, что у человека крылья выросли, как с такими силами. Если мы так можем восстанавливать фронты, значит мы можем. И еще, мне кажется, тут надо заметить, вот, чтобы тоже для зрителей создалось правильное впечатление. Вы в прошлой передаче рассказывали, какие проблемы были у немцев как раз-таки именно с этим. Как пополнить свои войска после зимней кампании, да? Они, насколько я помню, не успели это сделать, не смогли ни в мае, ни толком в июне до конца, да? А советские, получается, руководство эти мероприятия выполнило к этому моменту. Причем перевыполнило. Да, не только выполнило, но и перевыполнило. И вы знаете, почему я некоторых в своих выступлениях и в книгах пишу, что вообще-то Курская битва, она начала для советского командования, она началась в январе. Она начала не только думать, но и решать крупные вопросы, да, в январе. Почему? Потому что именно в конце января Генеральный штаб, в частности Васильевский и Антонов, пришли к Сталину и сказали, вот у нас план выпуска промышленности, который начал работать на полную силу, эвакуированные. И мы видим, что вообще-то вот этот поток оружия и техники, и тяжелого вооружения, он, конечно, действующей армии очень нужен. Но мы понимаем, что без резервов переломить ситуацию, любую серьезную ситуацию, невозможно. А тем более решить те задачи, которые мы перед собой ставим, освободить страну. Поэтому нужно создавать резервы. Но я с трудом представляю себе, чтобы генералы, понимая, что войска не имеют необходимых сил и средств, предлагали своему верховному главнокомандующему изъять часть и направить в резерве. То есть уже тогда были такие, я не могу назвать эти цифры, но уже к началу Курской битвы войска под Курском были не только восстановлены, войска Ватутина и Рокоссовского были не только восстановлены до штата, их силы были увеличены минимум в 2 раза от штата. То есть за счет других соединений, да, прибывших резервов? Да, и резервов, и за счет увеличения штата. То есть вот этим фронтам мы просто увеличили штаты, и эти штаты увеличили, то есть дали силы для этого. Не просто на бумаге нарисовали. Когда идет вопрос, обсуждается вопрос
о подготовке советским командованием Курской оборонительной операции, то всегда вспоминают мнение немецких генералов, которые они изложили в своих воспоминаниях. Вот 90-е годы, на начало 2000-х появились на полках наших магазинов воспоминания, мемуары бывших наших врагов, руководителей вермахта, в том числе Манштейна и некоторых других фельдмаршалов. Сейчас рассекречены, например, протоколы допроса генералов-фельдмаршалов, которые сидели у нас в плену и давали показания. И многие говорили, что и Манштейн, и другие говорили, что вот если бы мы считали, что если бы мы перешли наступление в начале мая, как планировалось, и в крайнем случае там, в начале июня, мы могли бы под Курском добиться значительно большего, чем мы добились в июне. И вот я попытался, как, на основании рассекреченных наших документов, попытался проанализировать, действительно ли так. Смогли ли, да? Да, смогли ли бы. Да. И я взял, например, боевой состав Воронежского степного фронта, боевой состав Воронежского степного и Центрального фронтов на 5 июля. Сравнил их боевой состав на 5 июня и на месяц раньше. Да, и на 5-10 мая. А потом эти данные сравнил с данными ударных группировок группы армии Юг, то есть Манштейна и Моделя. Получалось, что ни к 10 мая, ни к 1-5 июня немцы не смогли бы решить больше задач, чем они решили 5 июля. Почему? Потому что к концу мая Воронежский, степной и Центральные фронты имели по основным типам вооружения и личному составу, главное, то есть по живой силе, бронетехнике, артиллерии, имели численность относительно 5 июля, то есть начала Курской битвы, от 85 до 92%. То есть основные силы Ставка сосредоточила уже в мае. В начале мая, получается. В начале мая, вот, то есть май. И вот эти силы, они не дали противнику достигнуть каких-то больших результатов. А когда я сравнил боевой состав наших войск в мае и немецких войск в мае, там вообще были слезы. Количество бронетехники в разы у нас больше. Да, главной проблемой в мае и в начале июня это действительно была крупная проблема. И мы ее решали до начала Курской битвы. Это создание глубоких минных полей. А минные поля совместно с огнем артиллерии явились основным инструментом, при помощи которого советские войска решили свои задачи в Курской оборонительной операции. Система инженерных заграждений, минные поля и противотанковая артиллерия. Но на Воронежском фронте функцию артиллерии выполняли танки. Вот минные поля, да, у нас шли с запозданием, закладками было с опозданием. Но у противника танков еще не было. Взрывать некого. Не было, понимаете? Почему эта проблема возникла? Во-первых, в апреле, когда начала строиться система обороны, действительно на Центральном Воронежском фронте не хватало минно-взрывных средств. Поэтому использовались трофейные снаряды, трофейные мины и так далее. Ну и, соответственно, все это было, и подрывы были, когда снимали свои мины с Дона, вот с рубежа Дона, свои мины снимали, привозили под Белгород, их и выкладывали. Были случаи подрыва и взрыва, у немцев то же самая картина была. Это первое. Второе. В это время, апрель, грязюка была непролазная. Поэтому с большим трудом шло строительство оборонительных рубежей, траншеи рыли, окопы рыли. А чтобы мину положить, примерно до 14-16 апреля об этом и речи не могло быть. Там, где очень уж думали, было вероятно, что немцы ударят, в наброс. Шло минирование в наброс, то есть мины разбрасывали, там, артиллерию стягивали на танкоопасные направления, и все. Это потом уже
В конце апреля начали нормальные минные поля создавать, и фугасы, и радиоуправляемые мины ставить и так далее. А до этого вопросов не было. Поэтому вот утверждение, что если бы немцы ударили, это от лукавого. Операция «Цитадель» не в начале мая, как планировалось. И это подтвердил своим письмом Модель на имя Гитлера. И в начале июня успеха не имела. Это был мертворожденный ребенок. Руководителя, да, руководство не Гитлера, а именно руководство Третьего рейха. Вот этот ребенок, он родился от безысходности прежде всего. А безысходное положение поставило противника, Красная армия, прежде всего успехами своими на Волге и на других участках Советско-Германского фронта. Но вернемся к плану. План Курской оборонительной операции доводился до ума до начала Курской битвы. Ни один нормальный генерал не будет, написав план, сидеть и ждать, что вот противник перейдет, а я по этому оборонительному плану буду работать. План каждый, как я уже говорил, каждую неделю, каждый месяц корректировался, вносились изменения и так далее, и так далее. Но основной замысел командования фронта, оно вложило вот в мае. И тем не менее, надо признать, честно признать, 3 месяца мы готовили Курскую оборонительную операцию, фактически 2 месяца план этой операции, и тем не менее командование Центральным фронтом, которое отлично провело Курскую оборонительную операцию, если сравнивать с Воронежским фронтом, допустило ряд крупных ошибок в этом плане, причем очень крупных. Но, учитывая, что участок, где можно было наносить главный удар в полосе Центрального фронта, был очень узким. Изначально командование Центральным фронтом решило, что в его полосе 3 направления, по которым немцы могут ударить основными силами. Это трасса, основная Орловская так называемая трасса, это Пандеровское направление, и третье это Малоархангельское направление. Все 3 направления укреплялись как бы равномерно. Но вот во время обсуждения этого плана однажды Рокоссовский сказал, что ему кажется, что немцы все-таки ударят или на Малоархангельск, или на Панери. Почему? Потому что если ударить на Панери, это самый короткий путь на Курск. А если на Малоархангельск, это больший охват окружения войск. А вот если на трассу Курск-Орел, какое-то куцое окружение будет. Хотя противнику, конечно же, не укажешь. Что такое мнение командующего фронтом для штаба? Даже высказанное в такой дискуссионной форме. Так получается. Штаб принял это за руководство к действию. И основные силы артиллерии, которые сыграли главную роль при сдерживании противника в ходе июльских боев, были сосредоточены на Малоархангельском и Панеровском направлении. Но участок этот был всего 40 километров. И когда немцы ударили основными силами вдоль шоссе, то эти артиллерийские силы уже на 2-й день были рокированы сюда, на это направление. Сюда был подтянут 19-й танковый корпус, сюда были подтянуты личный противотанковый резерв Рокоссовского. И эти ошибки смикшировали, сгладили, и они не повлекли за собой крупных потерь. А вот на Воронежском фронте его командование принято ругать. Потому что в некоторых воспоминаниях послевоенных, некоторые наши генералы
специалисты знают, не буду повторяться, обвинили Ватутина в том, что он размазал свои силы, и в том числе резервы по всему фронту, и за счет этого противник уже в первый день операции прорвался на 18 километров, а потом дальше к Прохоровке вышел, и уже было, пришлось, ну это в принципе с подачи Рокоссовского было сказано, потом пришлось сюда, значит, направлять стратегические резервы для того, чтобы блокировать вот этот прорыв. Дело в том, что на Центральном фронте участок танкоопасный и вообще участок, где можно было ударить главным силам, было, как я сказал, 40-42 километра, а у Ватутина 164. Вчетверо больше. У Рокоссовского был 7-й дополнительно, не изъяли же его, 7-й артиллерийский корпус прорыва. Это 2200 стволов, больше плюсом, чем у Ватутина. Причем стволов от 76 мм до 203. И вот этот огненный щит Рокоссовский планировал изначально вместе с генеральным штабом использовать как для проламывания обороны противника в ходе наступления на Орел. А получилось, что сначала он использовал как огненный щит, чтобы остановить 9-ю армию Моделя, нанести потери, а потом отбросить на исходные позиции. А у Ватутина этого не было. Потому что изначально планировалось по этому же плану Курской оборонительной операции, что если немцы будут затягивать наступление до середины июля, то первый перейдет наступление Центральный фронт. Вот ему оставили этот 7-й артиллерийский корпус прорыва. А Ватутину тоже планировалось передать 5-й артиллерийский корпус прорыва. Но после 15 июля, а до 15 июля это мощное воинское формирование, состоящее из 3 артиллерийских дивизий, находилось на Брянском фронте. И Ватутин, встретив удар самой мощной ударной группировки в районе Курского выступа в июле, это ведь войска Манштейна были самыми мощными, Модель со своими силами, он, как говорят, отдыхал по сравнению с теми силами, которые имел Манштейн. Он встретил без необходимых сил артиллерии. Поэтому Ватутину пришлось, во-первых, задействовать все танковые резервы. И здесь потери будут значительно большими, чем на Центральном фронте танков. А еще я хотел бы остановиться вот на таком вопросе. Глубоко эшелонированная оборона. Глубоко это значит на несколько десятков, а под Курском получилось, что в некоторых книгах пишут на 300 километров, на несколько сот километров. Вот были наиболее укрепленными по всей дуге. И на Воронежском, и на Центральном фронте были самыми укрепленными 3 первых армейских полосы. 1-я, 2-я и тыловая. На Центральном фронте все эти 3 полосы под завязку были забиты войсками. Там была и пехота, и артиллерия. Поэтому, когда немцы ударили по первому рубежу и в первый же день первую эту полосу прорвали, то войска с 1-й полосы перешли на 2-ю, и плотность их, да, часть получила паника, часть потерь, отошли, но плотность войск на 2-м, а потом и на 3-м сразу увеличилась. Плюс 40 километров всего. А на Воронежском фронте 164, и только 2 первых рубежа были заняты войсками. А 3-й, вот 3-я армейская полоса, только частично. 40 и 64, вот что сыграло роль. Поэтому, когда противник нанес по войскам Воронежского фронта мощный таранный удар, плотности такой, которая возникла на Центральном фронте при прорыве, не оказалось. Плюс не оказалось той огневой мощи, которой обладал Центральный фронт. В результате Ватутин был вынужден проводить вот эти многочисленные контрудары, которые сначала Сталин отменил 6-го по просьбе Катуковой, правильно сделал, потом запланировали на 7-е.
противник сорвал этот контрудар, потом провели этот контрудар 8-го неудачный, и, наконец, скажем так, полуудачный 8-го, потому что все-таки противник отошел на исходной позиции. А потом совсем неудачный контрудар 12 июля, когда поднесли колоссальные потери, в частности, 5-й гвардейской танковой армии. То есть вот эти контрудары, они были вынуждены, это ошибка была заложена изначально, что вот основные силы будут, Ставка решила, что основные силы будут наступать немцы от Белгорода от Орла на Центральный фронт. Плюс Центральный фронт готовился к наступлению и обладал огневой мощью. И там участок фронта был узкий. А на Воронежском фронте считали, что даже если противник перейдет в наступление большими силами, мы его купируем, все это локализуем. Почему? Потому что Москва ближе от Орла. То есть наши еще думали, что немцы все-таки подсознательно, вы знаете, имеют, так сказать, желание все-таки наступать на Москву, да? Вы знаете, вот когда анализируешь план, то советского командования, и вот шаги, решения, как они обсуждались, создается впечатление, что да, ну вообще-то и понятно. Для нас, что такое для нас 42-й год? Ну, это те, кто занимается историей, может быть, для них не так. А вот для основной части это то, что примерно Куликовская битва, правильно? Ну, это далекое что-то. А что такое 42-й год был для Сталина, для генерального штаба, для генералов, которые планировали Курскую? Это было в прошлом году. Это провал 42-го, это прошлогодний провал. Причем провал, который привел немцев к Волге, колоссальным потерям, колоссальному напряжению всей страны. И никто не хотел его повторения. А что такое был в 43-м году, 41-й год? Когда немцы вышли к Москве, и мог ли человек, какой бы он ни был, верховный главнокомандующий, забыть вот то напряжение? Он не мог. И он не мог допустить этого. Поэтому, несмотря на что, ни на что, мысль о том, что Москва – это центр, это то, что держит эту страну. И не дай бог что-то случится. Это подсознательно. И что немцы стремятся. Ведь немцы никогда не планировали в 1943 году, даже если бы операция «Цитадель» успехом бы увенчалась, они не планировали удар на Москву. Ну, вы нам, в прошлый раз об этом говорили. Они планировали на юго-западном направлении. Это оптимально. А в случае, если брешь оказалась большой, то в направлении Дона опять. То есть необходимо было перерезать коммуникации. Северную часть страны от юга. Ну, конечно же, основные силы были нацелены для того, чтобы окружить и уничтожить центральные Воронежские фронты. Это была главная задача. Поэтому ни на удар на Москву не планировался никогда. Но 41-42 год сидел в мозгах людей, понимаете? И это надо понимать, это не ошибка, это нормальная реакция людей. Потому что, когда мы говорим о исторических персонажах, мы они какие-то другие, они не живые, да? Они нормальные люди. Бронзовые. Да, они какие-то великие, они нечто, как будто они пришли с других планет. Они нормальные люди, с нормальными реакциями, они тоже все переживали. Это же их страна была, и это их жизнь была. И они все понимали, что если страна погибнет, и они погибнут. И, естественно, вот это человеческое начало, когда изучаешь историю, да, и Курской битвы, и сражений, и планирования Курской битвы, человеческое начало обязательно оно прослеживается. И то, что советское командование ожидало, что все-таки немцы попытаются еще раз ударить на Москву, и что если будет у них
вот что-то получаться под Курском, они обязательно дожмут войска под Курском, а потом ударят на Москву, это было. По крайней мере, вот по документам следишь, понятно стало, что все, опасность под Москвой ушла практически. Вот, если можно так выразиться, вот из души и из решений Сталина ушла эта опасность в августе, когда взяли Харьков. Потому что после того, как взяли Харьков, сразу стало понятно, что все идет к Днепру. А под Харьковом, когда на последнем этапе операции полководец Румянцев, туда уже начали стягивать силы, в том числе и с западного направления. И 47-й танковый корпус, который в армии Моделя был в ходе Курской битвы, а его потом перебросили под Харьков. То есть центр Советско-Германского фронта сместился уже с западного направления на юго-западное направление. И это не только стало очевидно командованию, руководству Генеральным штабом, это стало понятно Сталину самому, как человеку, который принимает ключевые решения. И это вот как камень с души. И тогда вот это чувствуется. А перед Курской битвой Москва, оно как бы при подготовке, в том числе к Курской оборонительной операции, вот это не уходило из вот этой мысли, что противник может. Это при планировании шло. И крепко сидела. То есть отмечается в документах, да, то что... Да, особенно вот идешь, и не только в документах, но и когда я разговаривал с людьми, которые занимались участниками Курской битвы, прежде всего старший командный состав, им, конечно, никто не доводил планы ставки. Одно, по крайней мере, мне рассказывали, старшие офицеры, один генерал-майор, другой полковник, они участвовали в совещании Воронежского фронта, командой Воронежским фронтом, которое было проведено в конце июня, 29 июня. Это после того, как Ватутин и Хрущев приехали с Москвы из Ставки. И тогда, вот 28 июня, вот во время этого посещения их Ставки, Сталин сказал, что если немцы до 15-го не перейдут в наступление, мы ударим первыми. Первым перейдет наступление Рокоссовский. Вы через 3 дня. И они приехали и собрали командный состав, старший командный состав Воронежского фронта, и сказали, что, похоже, немцы наступать не собираются. Это 29 и 30 июня. Еще непонятно было. Еще директивы не было о том, что с 3 по 6 июля ожидается удар, это потом будет директива. А это не было. И вот Ватутин с Хрущевым собрали военный совет и командование соединений и сказали, что вот есть такая мысль, что немцы наступать не будут. Но это не значит, что мы должны опускать руки, расслабляться, что мы должны готовиться только к наступлению. Немцы спят и видят. Вот Хрущев, и в присутствии, кстати, в присутствии Ватутина сказал так: немцы спят и видят, чтобы овладеть столицей нашей Родины. И Курск мы считаем, а потом так сказал, и там считают. Это трамплин на Москву. Член Политбюро, член военного совета Воронежского фронта, может, возможно, он и в этих словах вкладывал свое видение. Но я думаю, не только свое. Только приехав из Ставки, он не только высказывал свою точку зрения. Вероятно, это была все-таки точка зрения и Сталина, который тут... Возможно, это была как бы тоже позиция, чтобы не расслаблялись, да? Чтобы не расслаблялись. Смотрите. Немного перестрахуемся. Да, смотрите. Потому что действительно непонятно, то ли на Москву, то ли опять на Сталинград пойдут. Да, потому что, смотрите, был Сталинград, в результате получился Харьков. Смотрите, получится Курск, а потом это тоже было. И нужно было людей в тонусе держать. Это, как бы ни говорили,
Это форма управления такая была. И вот впервые, и об этом я впервые услышал от участников этих событий. Они говорили, да, было такое. Но, говорю, а вы участники, вот командиры соединений, командиры дивизий, а вы считали, что так пойдет наступление? Как оно? Он говорит, во-первых, мы ничего не считали. Мы не знали, как там решаться вопросы такого стратегического характера. Мы, командиры дивизии, даже вот командир корпуса и тот не мог представить себе всей картины происходящего. Но на нашем уровне опасность того, что немцы прорвут оборону, была. Потому что мы помнили 1942 год. Но то, что немцы до Дона не дойдут, это было тоже мы четко понимали. Потому что такая была проведена работа, мы так глубоко зарыли землю, нас каждый день проверяли, и не только проверяли, если какие-то отклонения от требований, от норм, от инструкций, их потом перепроверяли. Если не хватало чего-то, обязательно привозили и кабель связи, и орудие, и артиллерию, подтягивали в этот район, и танки. То есть решался вопрос не только ты должен сделать, каким способом, это не важно. А впервые, вот командир дивизии мне рассказал, впервые решали вопросы так. Вот это надо сделать, ты неправильно сделал. У тебя нету. Вот это ты сам сделаешь, а это мы тебе поможем. Вот так решались вопросы при подготовке Курской оборонительной операции. Такого я в 1942 году не помню. Ко мне приезжал командир корпуса там, или проверяющий штаб, вот у тебя вот так неправильно сделано, вот это неправильно сделано, там комдив приезжал, вот это ты должен сделать. И уехал. А потом приезжает, него проверяешь, так, ты все сделал. Да сделал, ага, ну все. Вот так было в 1942 году. А в 1943 году нет. Ты вот это сделай, мы вот это сделаем, а потом мы тебя 3 раза проверим. Вот это давало уверенность, что к Дону, тем более к Москве, не проскочит противник. Вот и это особенность тщательного планирования и тщательной проверки и распределения обязанностей и возможностей войск, командования фронтом, ставки, четкое распределение и понимание, что могут войска, а что не могут, а чем их можно поддержать, а чем можно... Вот это, то есть реальное понимание, оно было, пронизывало все решения советского командования перед началом Курской битвы. Это прослеживается во всех документах. И я считаю, что вот это очень важно. И, ну, что сказать, это шло с Москвы. Вот в этот момент работа так работала, и Ставка, и заместитель Верховного Главнокомандующего Жуков, который там днями и ночами был, и Василевский, начальник генерального штаба, хотя бы он начальник генерального штаба, он должен быть вообще-то в Москве, да? Тем не менее, он там днями и ночами пропадал на этой Курской дуге. Вот эти 2 человека не только решали, что будет летом под Курском, но и они делали все, чтобы под Курском реально делали, чтобы под Курском была наша победа. И они это сделали. Валерий Николаевич, вот более-менее сложилось такое впечатление, то, что все правильно действовали, готовили резервы еще с зимы 1942-1943 года. Нет, с января. Ну, с осени, да, осенью вопросов о резервах понятно, никто не стоял. С января 1943 года готовили резервы, готовили оборону для того, чтобы потом нанести решительный удар. При этом сил было, в принципе, довольно все-таки много приготовлено, да? Тем более, учитывая то, что у немцев были такие проблемы, не было ли правильным все-таки наступать первыми? Наступать первыми в апреле, мае, июне, я считаю, не надо было. И то, что решение было принято перейти к обороне, это решение направлено для того, чтобы облегчить и войскам, и нашим генералам боевую работу. В 1943 году планирование, особенно стратегическое, у нас было на уровень выше.
относительно 42 года. И главное, пусть мне кто-то закидает, чем хочется, да, а тем более я думаю, что это в телевизоре будет, поэтому до меня не долетит. Вот. Но перед Курской битвой Сталин слушал и слышал своих генералов. И к себе, видимо, еще прислушивался очень хорошо. Вы знаете, я считаю, что он в этот момент, как сейчас говорят, менеджер, да, вот как менеджер он работал значительно на порядок лучше, чем Гитлер. Конечно, положение нельзя сравнивать Германии и Советского Союза, но тот уровень организации и то отношение к делу, и то, как это все организовано, как перспективное планирование, да, и с января как-то все, это ж он делал все. Еще учитывая, какой тяжелый 42-й год был. Да, и какой же тяжелый 42-й год, и 41-й, и 42-й год, и Сталинград, только закончился Сталинград. Да, эйфория была, но какие потери были в Сталинграде. Победа была колоссальная. Да, народ и в армии с духом воспряли. Но кровище сколько было, какой ценой мы это достигли. И вот мне надо понимать, что вот в этой ситуации верховный главнокомандующий и генеральный штаб отработали и руководство обоих фронтов. Планы и Центрального, и Воронежского фронтов, несмотря на допущенные просчеты, о которых я говорил, они были в тот момент, во-первых, адекватные, во-вторых, отвечали оперативной обстановке. В-третьих, в частности, вот план Воронежского фронта, он очень хорошо ложился на рельеф местности, где располагались войска Воронежского фронта. Ватутин идеально вмонтировал свой план в ту местность, где находились войска. И именно местность явилась главным союзником во время отражения удара группы армии Юг. Настолько красиво это было и настолько профессионально было сделано. Да, во время реализации этого плана были допущены ошибки, и спешка неоправданная и так далее, но план был отработан изумительно. Мне очень понравилось и то, как советское командование это все, и система обороны была выстроена, и войска подготовлены. И эта система не просто была на бумаге, она ведь сработала. Она сработала, и мы достигли очень существенных результатов. Да, потом, после 9 июля, когда пошли резервы ставки, когда появились возможности, тогда появилась возможность и ударить. Ну, тогда ударили совсем по-другому, может быть. Но это уже другой разговор. Валерий Николаевич, точка зрения понятна. То, что слишком много было поставлено на карту, и несмотря на то, что накопили вот эти гигантские резервы, да, и готовы были, в принципе, начать широкомасштабное наступление, да, на всех фронтах, чтобы освободить территорию Советского Союза, все-таки, наверное, действительно правильно решили, что все-таки в тот момент именно подождать, так сказать, выдержать паузу, оно, видимо, было где-то процентов, наверное, на 110 правильным решением. Потому что, опять же, не было у немцев в этот момент резервов в мае, да? Не было в июне. А в июле они бы, например, приехали. И как мы видели по тому же 42-му году, вполне бы могло все закончиться, опять же, каким-то таким, может быть, не таким крупным поражением, как в 42-м году, но тоже какими-то тяжелыми потерями, и опять бы не задалось. А так выдержали паузу, взяли себя в руки, да, удержались от этого стремления, от этой эйфории. Вдарить. И в конечном итоге все получилось более или менее прилично. Вы совершенно правы. Я еще раз обращусь к портянкам, которые могут там закидать нас. Если бы все было так хорошо, то не пришлось бы нам стратегический резерв, изначально запланированный для освобождения Украины, степной военный округ, бросать в горнило Курской оборонительной операции. Если бы все так было хорошо, и если все так, как написано в учебниках Академии, наши
командиры и генералы все бы это выполнили, все хорошо сделали, тогда бы Степной фронт мы сэкономили и ввели бы в полном составе для освобождения Украины. Валерий Николаевич, спасибо огромное, что так подробно, вдумчиво рассказали нам про все перипетии планирования советского, Курской оборонительной операции. Очень мы вам благодарны. Ждем вас вновь. Я думаю, все будут счастливы. Я с удовольствием. А для зрителей скажу, кому, возможно, наша беседа слишком эмоциональная была. Возможно, кому-то чересчур эмоциональная. Извините, мы с Михаилом сидели, обсуждали вопросы и высказывали свою точку зрения. Она может быть ошибочная, но это наша. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Спасибо.